Приветствую вас, с вами Рентаро, и сегодня я вам покажу интересные два мода на Майнкрафт. Каждый из них делает одну и ту же функцию, то есть перевод чата. Они просто заменяют друг друга, один на Forge, другой на Fabric. Есть и отличия версии самого Майнкрафта, на которой они поддерживаются. Например, на Forge максимальной версии на данный момент это 1.16.5, а на Fabric доходит и до 1.21. Последнее обновление этого мода на эту версию было в январе этого года, так что автор до сих пор поддерживает этот мод. Для начала покажу, как это будет выглядеть на Fabric. А так на Forge. Теперь я покажу, как скачать и настроить эти моды. Для начала зайдем в браузер. Здесь мы видим, что все нужные для нас вкладки уже открыты. Но для вас я оставлю отдельные ссылки в описании. Для начала ищем версию, которую вам нужно. Для этого жмем либо сюда, либо сюда. Здесь можно выбрать версию. Я выберу 1.20.1. Скачиваем. Ну, скачалось это. Дальше вам понадобится сам Fabric. Тоже здесь делаем то же самое. Ищем свою версию. Скачиваем. Ой. Еще нужно установить библиотеку модов. Здесь также нажмем Game версию, Files, Allgame. Выбираем версию, скачиваем, download, ждем. Так, все, у нас все установилось для Фабрика. Это можно закрыть. Теперь нам нужен сам Майнкрафт. Я буду использовать MultiMC. У вас может быть другое. Так, создаем сборку. Выбираем версию. У нас 1.21. Жмем ОК. Теперь про ПКМ. Редактировать сборку. Здесь жмем установить Фабрик. ОК. Дальше модификации добавить. Здесь загрузки. Вот все, что нам нужно. Открываем. Теперь это можно закрыть и запустить. Здесь сразу можете поменять язык. Он особо ничего не влияет. Для настройки мода зайдем в сетевую игру. Так, больше не показывать, продолжить. Так, минуточку. Все, я вернулся. Так. Заходим на сервер. Как видим, пока еще ничего не переводит. Для перевода нам сейчас нужно полезть в конфиги. Для этого жмем на MultiMC. Дальше папка конфигурации. Можете, если у вас не MultiMC, просто перейдите на Майнкрафт и дальше конфиг. Дальше здесь про ПКМ. Открыть с помощью блокнот выбирайте. У вас Нам понадобится две эти строчки.
Первый отвечает за язык сервера, на котором разговаривают другие люди на сервере, короче. Можно ставить авто, но тогда не будет одной функции. Под этой функцией я подразумеваю то, что когда ты пишешь в чат, то будет переводиться на тот язык, который установлен на этой строке. На второй строке здесь ставите язык, на котором разговариваете вы, либо на который вам нужно перевести текст. То бишь у меня сейчас стоит английский. Сервер стоит авто. Но мне нужно с английского перевести на русский. То я просто здесь пишу EU, а вместо EU здесь клиент, то здесь надо писать ru. Дальше сохраняем. Все, сохранили. Можно это закрыть. Дальше вам надо перезайти на сервер, либо перезайти в Майнкрафт. Иногда то работает, иногда полностью перезаходить приходится. Сейчас перезайду и покажу результат. Все, я перезашел, вот, видите, начал переводить. Здесь показывает оригинал, то бишь на оригинале написано for more information about ваш сервер, а теперь он переводит для получения дополнительной информации о сервере. Также будет работать с игроками, например, это бот, но он как игрок. Для Forge тоже зайдем в браузер, вот у нас отдельная вкладка Forge. Так, здесь мы выбираем также версию, на этот раз 1.16, так как это максимальная версия. Вы можете выбрать все версии, ну вот какие поддерживаются версии. Можете остановиться, посмотреть, либо зайти на сайт и посмотреть там. Так, скачиваем. Все у нас скачалось, можем выходить с браузера. Так, дальше нам нужен Майнкрафт. Создать сборку. Так, 1.16.5. Окей. Дальше, если вы на Multi-MC, то вам просто редактировать сборку. Дальше, установить Forge. Я оставлю ссылку Forge в описании. Дальше модификации, добавим то, что скачали, то бишь вот Real-Time Translator. Открыть. Все, у нас этот мод уже действует. Это можно закрыть и теперь запускаем. Так, все, у нас запустился Майнкрафт. Теперь этот мод можно настроить и в синглплеере. Так будет более понятней, думаю. Так, все, у нас создался мир. Теперь мы жмем кнопку Y на клавиатуре. Ой, так. Теперь Setting. Здесь настроить под себя. Я настраиваю так. Так. Ищем русский. Ну, не обязательно. Который вам нужен язык, ищите. Здесь можно английский выбрать. То бишь здесь, ну, можете перевести. Все, вот. Теперь, например, пишем. Так. И все, он переводится, видите, на английский. Ну а с вами был Рентаро. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И до скорой встречи в новых видео.